Я предлагаю вам сыграть в одну суперигру. Игра называется «А что если?». Все, что требуется от вас для участия, это гибкость, то есть не держаться за свои старые стены, лимиты, шаблоны и представления о мире. Итак, поехали. Вот представьте, что вы живете в мире, в котором не существует ни одного человека, который является таким, каким его задумала природа. Потому что социум превратил всех нас в нечто совершенно противоположное первоначальной задумке Творца. А так как вы и ваше окружение никогда в жизни не видели, что такое беззажимный человек, то есть вы не видели этого эталона, то у вас в голове и нет представления о том, что может быть по-другому. То есть это подобно тому, как, например, абсолютно беднейшие люди в трущобах не имеют представления о том, какой жизнью живут в других частях света и какое там процветание бывает и роскошь. Это подобно тому, как я недавно видел один сюжет, который меня поразил, где жены террористов живут вместе с их детьми в таком как искусственном лагере в пустыне, как бы тюрьма, потому что их мужья были террористы, и по сути они как сообщники. И в итоге они ни туда, ни сюда, и вот живут годами в этой пустыне, там толком без воды, без еды и так далее. И вот эти дети, которые уже родились там, потому что их мамы были беременны, они родились там и живут, допустим, 4 года там, они не имеют представления, сколько им мать не объясняет, что, ты понимаешь, бывает другой мир, там типа листва, леса, звери и так далее. Они не могут это представить, ибо не видели. Ибо все, что они видели, только вот эти вот палатки и бесконечный песок и жара. И эти дети, по сути, живут в ужасающих условиях, то есть если думать с позиции нас. Но так как они не видели никакой альтернативы, они сразу же пришли в этот мир в такие условия, то им кажется это вполне нормально, и в принципе они не отличаются по радости, по всему вот от обычных детей. Я провожу этот мостик для того, чтобы вы поняли, что так как вы не видели и не знаете как по-другому, так как вы не встречали ни одного человека, так как среди вашего окружения такого нету, то вы считаете, что это и есть мир, что так и есть нормально. Но что, если все совершенно не так? Что, если даже в самых мельчайших вещах ваши как бы исходные точки являются запутанными, избитыми координатами? То есть я имею в виду, что, например, даже понимание такое, как усталость, если я спрошу вас, что такое усталость, то вы скажете, это когда ты, допустим, идешь по улице, там, 10 километров, например, прошел, и у тебя начинает болеть где-то нога, или колено, или поясница, и ты как бы себя вот плохо чувствуешь, тебе хочется присесть. А это, оказывается, не усталость, а поломка организма. То есть так выражается как бы болезнь. А настоящая усталость – это нечто больше похожее на такое чувство тотального. То есть в теле оно никак не выражено, оно просто в виде ощущения, что ты хочешь как бы закончить это действие. То есть это что-то больше похожее на лень. И кажется, что это мелочь, но вот так вот сдвинуты все координаты вашей жизни. А что, если так работает не только в теле, но и в вашей психике? Что, если отдельной психики вообще никакой нет, а вот весь этот процесс, который ты воспринимаешь как нечто зарождающееся в голове, то есть это процесс отзеркаливания психоэмоциональных импульсов из тела. То есть, где в твоей голове изначально формируются правильные мысли, ты хочешь это сделать, ты запускаешь этот импульс. Но для того, чтобы ему воплотиться в реальной жизни, он должен как бы найти подтверждение и поддержку в твоем теле в виде психоэмоциональных импульсов, в виде биохимии, в виде движения. Но доходя до этой точки, он получает там не подтверждение, а наоборот сбой, как бы неверная программа, как бы твое поведение не синхронизируется. И взамен этого он наоборот получает кривой импульс стеснения, неуверенности и тех пережитых травм и ситуаций, которые были в твоей жизни. Что если то состояние, которое ты испытываешь в момент шафе, легкого шафе, в момент того, как ты выпиваешь бокал шампанского и что-то происходит в тебе, и ты называешь это чуть-чуть опьянение, шафе. Но что если окажется так, что вот это состояние, это и есть ты настоящий, а получается, условно говоря, пьяный, то есть как бы в мороке, в гипнозе, ты как раз являешься в том состоянии, в котором ты называешь трезвость. То есть вот это шафе, это и есть твоя норма по Творцу. А уже то, что ты называешь трезвостью, это как бы норма по социуму. Что если окажется так, что на протяжении вот тех лет, которые ты уже живешь, там 30 лет, 40 лет, ты себя не знаешь вообще? То есть, условно говоря, ты думаешь, что вот это твой лимит, это твой потолок, ты способен на это, ты такой-то человек, у тебя такой-то характер. Что, если это все окажется просто миф, просто как тот слоник, который привязан к тростиночке, и просто потому, что так с тобой случилось с самого начала, ты воспринимаешь это как норму, потому что другого ты не видел, не знал, и не видел ни в примерах, ни в своем ощущении никогда не испытывал.
И что если получится так, что такая картина не только у тебя, но и у твоих родителей, мамы, папы, бабушки, дедушки, и так в бесконечность поколений твоей семьи, то есть уже в 10 поколений, 20, 30, вот с самых истоков, как пошло криво, так и идет криво. Что если так? Просто порассуждай, к чему это приведет. Если кривой будет воздействовать на прямого, то он станет тоже кривой. Если зомби кусает человека, он становится зомби. Если даже маленький ребенок, будучи человеком, попадая где-то, теряясь в лесу и прибиваясь к волчьей стае, превращается в волка, то о чем мы говорим, если это люди, которые воздействуют на другого маленького ребенка? Конечно же, он превратится в них. И подводя первые промежуточные итоги, мы можем сказать, что мы живем в цивилизации зажимных людей. И что если окажется так, что вот эти все взрослые тети и дяди вокруг на самом деле являются не дядями и тетями, а детьми, которые просто застряли вот в этих взрослых телах? Что если эти дяди и тети видят на самом деле мир не так, как должен видеть взрослый человек, и ведут себя не так, как взрослый человек, а видят, ощущают и, соответственно, ведут себя через призму той детской боли, той неосознанной боли, которая застряла в их теле, и на сегодня посылает им эти застрявшие импульсы в голову, которые превращаются в мысли, а мысли в поведение? Что если окажется так, что в момент того, когда ребенок рождается, у него существуют определенные программы, этапы развития. Например, в 3 года он говорит «я сам», там, в 4 года он, например, наоборот, попросит поддержки и показать ему как надо. И что если ввиду того, что социальная жизнь заставила твоих родителей вести себя неправильно, у тебя были сбиты эти программы, и теперь, получается, то, что не было отработано, проработано, как бы застревает в твоей голове такой отложенной папочкой. И теперь оно никуда не делось, а все так же проявляется в искаженном виде, вот в этом детском виде, но уже во взрослой жизни. И отсюда получаются все проблемы и скандалы в твоей жизни. То есть, приняв данный факт, нам придется согласиться с тем, что психика современных людей имеют как бы вот такие точки несоответствия, точки застревания в развитии. И получается, что мы видим цивилизацию не взрослых людей, а вот этих инфантилов. И получается, все текущие проблемы, как в социуме в глобальном плане, политическом, геополитическом, так и в маленьком, даже в отношениях людей, там, в карьере, дружбе и так далее, все это бесконечно извращено зажимами. Что если, допустим, даже в таких нерушимых вещах, которые кажутся типа необсуждаемыми, а окажется, что это шиза? Допустим, что если не должно быть такой фанатичной связи между родителями и уже взрослыми детьми? А эта нездоровая связь настолько растиражирована и популярна в нашем социуме только по той причине, что нездоровые вот эти вот взрослые дети цепляются за родителей. И наоборот, родители не могут отпустить, потому что чувствуют, что не додали. Потому что такого понятия, как родитель, невозможно среди 2 взрослых людей. Сам факт родительства предполагает, что одна из сторон остается маленькой. Что если окажется так, что все люди воспринимают ошибочно жизнь не динамикой, а статикой, бесконечно цепляясь за это прошлое, за родителей, друзей детства, братьев, сестер и так далее. То есть за то, что существовало и было прекрасно тогда, а не сейчас. И ты просто несешь всю жизнь вот это то, что когда-то должно было быть отпущено. И, соответственно, ты живешь нагромождением старой жизни, не впуская в нее новую. А из-за того, что это противоестественно, это вызывает другие уродства и компенсация, ссоры, перестроения. Это не дает уже в нынешней твоей семье, например, выстроить грамотные отношения. Это вызывает на всех этапах и на всех уровнях сбои. Но тебе даже страшно в этом признаться, и ты не можешь пойти против мнения массы, потому что это как камень просто. Бац, факт. Вот так вот должно быть. Что если сейчас вы, не понимая и осуждая меня, делаете только так потому, что вы как бы находитесь на другой, вот этом вот, на другом берегу, не понимая, находясь в этом состоянии морока, на этом гипнозе, точно так же, как трезвый не понимает пьяного? Что если окажется так, что, сняв зажимы, вы просто с того, где вы, что вы делали и как вы жили эту жизнь? Что если это будет подобно тому, как ты вечером резвился где-нибудь в клубе, пьяный в угаре, и на утро просыпаешься, и у тебя полное охерение, и даже как бы непонимание, стыд, и вообще непонимание, как ты себя так вел и почему? Вот что, если что-то, нечто подобное будет сразу же после того, как ты снимешь зажимы, и ты просто из точки А, из человека А, мгновенно телепортируешься в человека Б?
А большая часть того, что для тебя казалось проблемным, стыдным, важным, то, что тебя мучило, то, что ты не мог преодолеть, большая часть из этого просто мгновенно, автоматически уйдет. Ты даже ни одного слова по этому поводу не скажешь, ни одной сессии с психологом не пройдешь. Ничего, просто было и нет. Все, исчезло. Что если после этого окажется так, что ты, глядя на своих кумиров, больше не будешь видеть в них кумиров, глядя на каких-то своих людей, с которых ты брал пример, родственников, типа успешных, там, каких-то знакомых и так далее, ты будешь уже видеть не вот ту картину какой-то миража, фантома, а будешь видеть как есть, даже, я бы сказал, какую-то некоторую ущербность, зажимность, слабость. И ты потеряешь вообще какой-либо интерес к этому подражанию, потому что внутри тебя проснется своя сила, свой стержень. И вообще, что если окажется так, что все эти кумиры, герои и так далее, это вовсе не такие идеальные люди, а это просто обычные зажимные люди, у которых их компенсация направила их в определенную стезю. То есть, условно говоря, зажим хорошиста, зажим, что человек должен быть вот выслуживаться хороший, быть идеальным, для него очень было важно мнение этого социума. Вот эта сила его заставила двигаться, и он даже в ущерб своим интересам просто сделал что-то вопреки, и это расценивается в нашем социуме как бы акт героизма. А другие люди с неполноценностью, с внутренней дырой, вот эта вот внутренняя дыра заставляет их достигать для того, чтобы показать: я достоин, я могу. И это тоже является актом некоторой компенсации. И, соответственно, человек это делает лишь для того, чтобы показать другим, что я состоялся. А третьи люди и вовсе, являясь такими же зажимами и проблемными, просто их вот эта компенсация направила их в другую сторону, и они превратились в злодеями. Но это одни и вторые и третьи абсолютно одинаковые. Просто, условно говоря, на них воздействовали силы и тянули их в разную сторону. Но в них не было ни в одном из этих людей собственного выбора и собственной свободы. И именно по этой причине человек может быть даже социально успешным, какой-нибудь голливудской звездой, но при этом внутри абсолютно несчастным, депрессионным и сидеть на наркотиках. Потому что он не имеет счастья и баланса. А можно, запутался. А можно, наоборот, иметь абсолютное счастье, внутреннюю наполненность, и при этом даже ничего грандиозного в социуме не сделать. Просто потому что это никак не связано. То есть поймите, что вот эта вот внутренняя пустота может заставить вас в социуме достичь, и вы достигнете. Но при этом это не обещает вам никакого счастья. Это не взаимосвязанные вещи. Как, например, один из последних ярких тому примеров, это тот же самый Моргенштерн. То есть это прям наглядный пример и пособие. Как бывает того, что человек зашел на эту вершину, наверх, но он зашел не потому, что он беззажимный, а потому что как раз вопреки от этого уродства оно его толкало, просто убивало, выжимало, выжало полностью до опустошения в душе, в физике, в здоровье, во всем. А можно просто жить, как я, быть счастливым, жить такой лайфстайл, если бы я бы вам его показал весь, я просто человек приватный, я не люблю это все, то вы бы подумали, что это вообще сказка, что это мечта, что так вообще не бывает вот так. Ты можешь выстроить свою мечту. Никто в этой мире не противоборствует тебе, понимаешь? Если ты умеешь, будучи быть свободным, лавировать правильно, лавировать. Ты можешь любить, ты можешь заниматься своим делом, ты можешь создать свое дело, ты можешь прийти к своему предназначению. Но для этого нужно понять предназначение кого? Тебя. А кто ты такой? То есть ты себя не знаешь, тебя захватили, социум тебя захватил в тиски, в рабство. И свои собственные зажимы твое тело захватили. Ты не можешь, будучи таким неисправным элементом, достичь жизни своей мечты. И вот таким образом круг замкнулся. И как ты понял, что эта лекция называлась не «А что если?», а скорее «Да, так и есть». И если ты меня слышишь, если тебе прям противно жить по-старому, ты не можешь, не хочешь, все отвратительно тебе, ты просто не знаешь, что сделать, так поэтому и нужно делать то, что ты раньше не делал. Это даже морская свинка поймет, что для того, чтобы получить что-то новое, нужно сделать новое. Ты не можешь в рамках старой парадигмы находиться и надеяться, что все изменится и пойдет по-новому. Нет, нужно то, что ты никогда не слышал, даже не делал. Если тебе откликался весь этот путь развития лекции, то, что я говорил шаг за шагом, то есть я без преувеличения говорил все по фактам, если ты это понимаешь, то ведь логично тогда, что и выход из этого положения нужно брать также по инструкции человека, который дает вот этот материал. Выбор, конечно, остается в любом случае за тобой. Я лишь хочу и могу сказать, что это работает очень быстро. То есть снятие зажимов – это мгновенная здесь и сейчас трансформация. Без откатов, без этих постоянных дурацких упражнений. То есть ты просто даже не можешь представить вот такую методику, потому что у тебя ничего подобного опыта и не было. И поэтому ты не можешь представить, как это работает, как срабатывает и как ты себя должен чувствовать.
Именно поэтому я и говорю, что я даже не какой-то учитель, который учит, а я больше как человек, который просто показал, что так можно, и дает человеку билет в новую жизнь, в новую личность. И снятие зажимов — это такое явление, которое, знаете, как в один только конец. То есть, если ты встал на этот путь, если ты убрал эти зажимы, все, ты дальше уже хочешь или не хочешь, ты не сможешь по-старому, потому что тебе не вернуть эту историю назад, не откатить. Точно так же, как узнав один раз, что не аист приносит детей, узнав, что нету Дед Мороза, ты больше не можешь никогда вернуться в ту точку, в которой ты верил, и продолжать верить. Нет, все меняется кардинально, и просто перепрыгиваешь в новую реальность.